сюда и путешествуем, когда едем куда-то на восток, здесь вот в Сибирь, Алтай. Ну, первый раз вообще такой интересный был, машина пришла, а мы не приехали, потому что, ну, был ковид, и машина прокатилась, нам пришлось менять планы. А вот в прошлом году мы ездили как раз в Южная Сибирь, Тыва, Хакасия, Алтай. И в этом году у нас Монголия. Вообще, как всегда, все не без приключений. Не успел я починить преобразователь, который меня подвел. Оборудование хваленое, только в Москве его хрен где починишь. Толкался через Кулибинов, 3 недели на это потратил, до сих пор девайс не починил. Вот, поэтому пришлось взять китайца. На нем без электричества никак путешествие. Буду сейчас ехать на сервис, соответственно, решать вопросы весь день. И уже, честно говоря, из-за этого сильно просаживаюсь по времени. То есть завтра надо будет на доезде ехать такой шагачи весь день. Это довольно напряжно, а главное, как всегда, в базовый лагерь под ночь, либо там первого как-то уже ночью буду. Вот такие пироги. Друзья, привет! Я в чудесном местечке Параскутское, Новосибирская область, получается, недалеко от Новосибирска. Здесь вот такое место чудесное. Пришел наш автомобиль. Ладно, поехали. Совмещаю приятное с полезным. Толкаюсь в пробках на пути в сервис. Параллельно смотрю город. Что, сколько показывает? Сейчас ничего не показывает. Завис. А это метромост, да? Это метромост. Это... Что-то строят спортивно. Это дворец, Ледовый дворец, который здесь чемпионат мира должен был проходить, но теперь его не будет. А это ремонт или просто? Где вот Здесь это? такая постоянная? Вот это вот? Да. Это, скорее всего, постоянно. А здесь Новониколаевского мало осталось, да? Не, очень мало. Здесь в советское время пролетарская ненависть и все. Ага. Что нам делать? Что же делать? Что же делать? Как же быть? Я сейчас куда ни сунься, тут везде. Слушайте, куда мы опять сюда попали? А тут даже трамвай, видите? Ну вот там знак только направо, мы вот здесь должны были выехать. Ага. Ну вообще дорог не хватает. Автомобили говорят 6-8 раз больше, чем 20 лет назад, а дороги все те же самые. 33-й Sky. Немножко не в тему. Ну, такая контора здесь есть. Занимаются постройкой внедорожников, силовых бамперов, обвесов. Ну, наконец-то собрали преобразователь. Вот такой он китайский теперь будет трудиться здесь. А это я в PMS Engineering. Полимерная окраска здесь же, и полностью вся сварка, и полностью все проектирование тоже в нашем институте. А сколько бампер стоит, если не секрет? В среднем 50-70. Это кастом стиль. Абсолютно самый настоящий. Это с нуля делалось Да. вручную, в том числе и крыша, багажник. Стиль общий сделан, да. Просто кузов от Волги полностью переработанный с нуля. Он разбирался, бился, проваривался весь заново. Интересно. Я смотрю, широкая база у него Да. сейчас, да? Ну вот часть производства, тундра в работе, своя Трубогибка, все, что связано с металлом, все, что можно сделать с металлом, здесь можно сделать. Вот так выглядят раскрои на решетке радиатора. Здесь своя полимерная камера, станки, лазерные резки. Ну и покраска, наверное, да? Малярки как таковой своей нет. Полимером, да, обрабатывает? В стандарте обрабатывается полимером, да, если нужно по желанию более прочное покрытие, то есть это Раптор, более шагрень такая чувствительная.
либо Linex. Linex это покрытие вообще свое, оно имеет свою толщину там 3 миллиметра, и вот на березу можно валить. Друзья, привет! Выбрались мы из Новосибирска и держим путь на юг, уже на Чуйском тракте. Хотим засветло успеть попасть на памятник шоферам-водителям Чуйского тракта. В простонародье памятник Кольке Снегиреву. В том году, когда ездили, я что-то как-то пропустил, не видел его. Вот. А в этот раз, опять же, в этих краях, пользуясь возможностью, хотим заскочить. Мы на Чуйском тракте. До Кош-Агача осталось около 200, по-моему, километров отсюда. Здесь недалеко от Акташа сейчас мы. Почти всю дорогу шел дождь. Здесь уже, конечно, немножко поменялся ландшафт, больше стало гор. Такой как бы сухой Алтай, да, там, если когда Горно-Алтайск проезжаешь, то там все такое яркие, насыщенные краски, зелень. Ну, мы сейчас про июнь говорим. Здесь вот две таких замечательных машины, ГАЗ-АА полуторка, простонародье, и ГАЗ-67, может быть, это аналог американского Виллиса. Прям настоящие стоят здесь. Можно пойти посмотреть. Тут прям агрегаты у них. Кардан, двигатель, рессоры. Даже вот серийный номер, восстановленная машина. То есть это на самом деле никакой не ГАЗ, это настоящий Виллис, поэтому и резина Firestone. И небось надписи еще на английском, да, надписи Caution, Ford. То есть это не Виллис, это все-таки Ford. Надо будет посмотреть, какая это модель. Здесь по Чуйскому тракту дорога, много ездит и по ней шоферов. Среди них был отчаянный Софья, звали Коля его Снегирев. Он машину огромную, как и сестренку родную, любил. Чуйский тракт до монгольской границы он нами свои изучил. Сегодня на самом деле день доезда, особых съемок я не делал. Потому что по дороге, по самому Чуйскому тракту непосредственно шел дождь. Ну и надо было сегодня нагонять. Подзависли мы немножко в Новосибирске с нашими делами. Вот. И сегодня, по сути, весь день едем. Это какая-то стелла здесь напротив. Что там показано, пойду посмотрю. Так, ну естественно мы прошли основные перевалы по Чуйскому тракту. Когда едешь, это Селимский перевал, это Чикитаман. В том году мы, когда путешествовали по Южной Сибири, тоже были на Алтае и посещали все эти места. В этот раз мы подробно не останавливались, поэтому просто ехали, наслаждались видами на природу. Ну и вообще Чуйский тракт, он же ведь входит в перечень самых красивых дорог мира, по-моему, 5-я позиция у него. Так, ну вот здесь вот такой столб стоит. Сколько здесь? От Новосибирска 745 километров мы проехали. А вот до Улан-Батора аж 2000 почти отсюда. Так, что-то я тут лихо так забрался, а спускаться трудовато. Друзья, привет! Первый день. Начинается наше путешествие по Монголии. И сегодня мы находимся в таком небольшом городке Кош-Агач, еще в республике Алтай. Вот эта часть Алтая, она самая классная, на мой взгляд. То есть мы проехали весь Чуйский тракт вчера, и сейчас как раз находимся уже в самой южной части республики Алтай.
недалеко от границы Монголии. В целом настроение отличное, даже горячая вода была. Вот поели, попили, все хорошо. Непонятно, сколько сегодня будем проходить границу. Ну, не знаю, я закладываю на часа 3-4. Хотя есть оптимисты, которые считают, что мы пройдем за 2. Приехали в Тушанту. Здесь такая очередь традиционная. Непонятно, сколько это будет по времени. Я думаю, часа 2-3 минимум. Граница России неприкосновенна. Это понятно. Ну и вот такие тут виды. Всем привет. Мы на погранпереходе в местечке под названием Тушанта. Приехали сюда довольно рано. В 8 стартовали, значит в 9 приехали. И тут такая очередь, наверное, часа на 2. Сначала движения никакого не было, сейчас вот потихонечку стало что-то двигаться. Ну и может быть к обеду есть такая надежда, что дойдем до КПП и проскочим. Вот это российская часть, еще стоим на российской части, здесь недалеко от Тушанты на Алтае. Что здесь есть? Вообще ничего нет. В этот раз, как я не старался решить вопрос, кстати, тот же злосчастный вопрос с преобразователем, в итоге его сделали в Новосибирске ребята, он вроде работает, но кофемашину не тянет. То есть что-то сегодня пытались 2 раза подключить. Первый раз он ее не увидел вообще, там как бы ошибка, а второй раз там что-то он заругался, видимо защита стала срабатывать. Надо будет экспериментировать, уже вернувшись в Москву. Вот, ну без кофе, конечно, тяжело. Я на самом деле ощущаю себя, как будто бы я уже 2 недели путешествую. Физическая усталость такая накопилась за все это время беготни в Новосибе, там до этого доезд. В общем, все очень плотно и с разницей во времени, и совершенно нету времени просто посидеть, что-то поделать. Вот, поэтому сегодня тоже встали в 6:30, или глаза продрал. Ну и просто хочется спокойно посидеть, честно говоря. Здесь, кстати, тоже такой интересный факт. Очень много в Западной Монголии живет казахов. То есть здесь получается Казахстан, Россия граничит, да, там рядом совсем. Вот Усть-Каменогорск, наверное, вот эти вот места, вот эта часть Казахстана. И очень много ездит казахов к своим родственникам там. Поэтому здесь очередь в основном из местных, да, которые туда ездят регулярно, может быть, какие-то дела там по работе здесь, кто живет, родственники с той стороны, и казахи, соответственно, много машин на казахских номерах. Ну, а туристов, таких как мы, я немного вижу сейчас. Вот, поэтому из-за этого здесь бывают иногда очереди. Вот, в какие-то праздники, ближе к выходным дням, когда происходит вот миграция туда-сюда родственников и их семей. Стоим на границе. Жесть, что ж так голова-то болит? Просто вырубает. Высота другая. То ли тут высота, то ли погода. Я прям борюсь со сном, чтобы не пропустить машину, но я бы сейчас вообще лег.
Я могу спать вот в таком положении вообще без проблем, потому что рубит конкретно. Глаза закрываются. А кофе нет. Кофе нет у нас. Потихонечку, маленькими шажочками движемся в сторону КПП на российской стороне границы. Че, плохая фотка у меня в паспорте? Вань. На покойника похож, да? Да. Вань. Ну что делать? Вань. Какой-то там уже 5-й, 6-й паспорт. Ваня. В общем, сколько времени прошло, а мы все стоим на погранпереходе. Между прочим, идет 9 час, мы до сих пор на таможне. Вернее, на границе, да, с Монголией, сейчас уже на монгольской стороне. Надавали кучу квитков на дезинфекционные сборы, какие-то карточки. Фух, но главное, что мы успели до 6, здесь до 6 работает погранпереход. Вся группа проходит, мы, в общем-то, сейчас скоро поедем дальше в Волги, где мы надеемся поменять деньги. Тоже непонятно пока по какому курсу. А, еще автостраховка. Автостраховка на выезде приобретается. Поменяли тугрики на наши 10 тысяч 530 тысяч местных тугриков нам выдали. Вот такая вот валюта. Вся зелененькая. Сейчас поедем в Волги и поменяем там курс получше чуть-чуть. Ай, в общем, границу 9 часов проходили. Это, конечно, космос. Со сканерами, с сумками, с кучей бумажек на монгольской стороне здесь. Ну, вообще апофеозом был, конечно, такой дедулька в конце, который каждую бумагу делал, ну, наверное, минут по 15, по 20 там на человека. Печатеньки ставил какие-то, все вручную, в каких-то клочках. В общем, мы тут, конечно, подустали, мягко говоря. Ну, вот такая тут история. В общем, долгая-долгая. Вон народ там допроходит еще.